Приветствую, коллега! Если тебе некогда смотреть все 500 роликов у меня на канале, но ты хочешь во всем разобраться, я сделал для тебя кое-что особенное. На Бусти я выкладываю эксклюзивный материал с самой выжимкой пользы. Никаких подписок, просто разовая плата за конкретный ролик, который тебя заинтересовал. Сэкономь свое время и забери готовое решение. Переходи по ссылочке, она будет в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, друзья, сегодня поистине уникальное видео. Мы будем сегодня говорить о настоящей магии в термической обработке. Представьте, сталь вдруг обретает броню, выдерживая адские нагрузки и не деформируется ни на микрон. При этом, да? Это ионно-плазменное азотирование. Сегодня мы погрузимся в мир вакуума, фиолетового свечения, различных газов, где рождаются технологические возможности будущего. Но знаете ли вы, в чем заключается главная и, наверное, фатальная слабость любой стали до встречи с той самой плазмой? Об этом мы поговорим прямо сейчас. Обычная сталь – отличный материал, конечно, тут спора нет. Но в узлах трения под циклическими нагрузками она сдается. Микротрещины, задиры, усталостное разрушение – это страшный сон любого инженера. Мы можем закалить деталь целиком, но тогда она станет хрупкой, как стекло, и разлетится на мелкие кусочки при первом же ударе. Нам нужен компромисс, как сделать деталь твердой снаружи, но вязкой и упругой внутри. Решение кроется в самой структуре металла. Инженерия поверхности дает нам идеальный ответ. Мы оставляем сердцевину детали вязкой, способной гасить удары. А вот поверхностный слой толщиной в доли миллиметров мы превращаем в непреодолимый барьер. Это и есть азотирование. Мы внедряем атомы азота в решетку железа. Поверхность становится тверже многих сплавов, а деталь при этом сохраняет общую пластичность. Но как же именно загнать тот самый азот глубоко внутрь металла? Раньше это было сущим кошмаром. И, кстати, вам это ничего не напоминает. Это очень похоже на цементацию. И действительно, деталь после ионно-плазменного азотирования, она с чем-то схожа с цементацией. То есть наружный слой остается твердым, а внутренний достаточно пластичным. Но физика процессов абсолютно разная. В начале 20 века мы сутками грели детали в ядовитом аммиаке или купали в токсичных цианистых солях. Да, мы получали твердость, но ценой покоробленной геометрии и вредного, или я бы сказал, грязного производства. Процесс был почти неуправляемым. Нам был нужен тонкий скальпель вместо тяжелой кувалды. И наука нам его дала, заставив работать в машиностроении физику космических масштабов. Что же будет происходить, если поместить деталь в вакуум и подать высокое напряжение? А происходить будет настоящее чудо. Газ начнет превращаться в плазму, четвертое состояние вещества. Под действием электрического поля электроны отрываются от молекул, образуя такой, знаете, как выразиться, кипящий такой суп, да, из заряженных ионов и свободных электронов. Плазма обладает невероятной энергией и химической активностью, что немаловажно. Нам больше не нужны температуры под 1000 градусов, чтобы заставить элементы реагировать. Но остается один вопрос. Как же запрячь эту космическую стихию и заставить ее служить тем целям, которые нам нужны? Для этого нам нужна вакуумная печь. Стенки камеры становятся анодом, который подключается к плюсу. Сама наша деталь помещается внутрь и выступает катодом, соответственно минусом. Мы откачиваем весь воздух, создавая глубокое разрежение. В этот стерильный вакуум мы подаем рабочие газы, и вот тут начинается тонкая химическая настройка сродни искусству. Вы задумывались когда-нибудь, почему для плазменного азотирования никогда не используют чистый стопроцентный азот? Секрет идеальной брони кроется в водороде. Мы подаем в камеру ювелирно выверенную смесь молекул азота и водорода. Водород здесь работает как санитар и катализатор. Он помогает поддерживать горение плазмы и связывает кислород, не давая тем самым детали окисляться. Меняя пропорции этих двух газов, технолог, который стоит за пультом, может с точностью до микрона программировать свойства будущего слоя детали. А затем мы нажимаем кнопку пуска, и загорается свет. Разность потенциалов пробивает разряженный газ.
вспыхивает аномальный тлеющий разряд. Деталь мгновенно обволакивает плотным фиолетовым светящимся ореолом, как вы видите на картинке. Это не просто красивый физический эффект. В этом ореоле тяжелые положительно заряженные ионы азота с огромным ускорением устремляются к нашей детали катоду. Их направленный удар о поверхность запускает первый критически важный этап обработки. Как вы думаете, что же произойдет с металлом в первые минуты такой космической бомбардировки? А произойдет кинетическая бомбардировка, которую мы называем катодным распылением. Ионы азота врезаются в сталь, выбивая из нее атомы поверхностных оксидов и малейших загрязнений. Плазма буквально сдирает грязь на атомном уровне, очищая поверхность до хирургического блеска. Этот же процесс быстро разогревает деталь до рабочих температур. Это где-то около 500 градусов. Поверхность полностью активирована и жаждет просто впитать тот самый азот. Что же начнет происходить глубоко внутри металла, когда происходит этот процесс? Атомы азота начинают агрессивно протискиваться в кристаллическую решетку железа. Это процесс диффузии. Азот занимает пустоты между атомами железа, создавая колоссальное внутреннее напряжение, которое делает сталь невообразимо твердой. Состав газовой среды и температура жестко контролируют этот поток. В результате на поверхности формируется уникальная многослойная структура. И первый ее эшелон – это зона, которую технологи всего мира называют белым слоем. Белый слой или зона соединений имеет толщину всего в несколько микрон. Металлографический микроскоп он реально светится белым. Это уже не сталь, это чистейшие нитриды железа. Этот слой обладает фантастическими антифрикционными свойствами. Он не дает деталям свариваться при сухом трении и отлично сопротивляется коррозии. Но фазовый состав этого слоя решает абсолютно все. Если мы ошибемся в пропорциях газа, то получим неисправимый брак. И вот почему. В белом слое всегда борются две структуры. Фаза эпсилон более пористая, она шикарно удерживает масло. Гамма-штрих фаза более плотная, я бы сказал даже монолитная и упругая. Классическое газовое азотирование дает дикий неуправляемый микс этих фаз, делая слой хрупким, как какая-нибудь, к примеру, фарфоровая чашка. А вот плазма позволяет нам точно выбрать, нужен ли нам только гамма-штрих или только эпсилон. Но иногда лучше белый слой – это его полное отсутствие. И плазма умеет даже делать это. Снизив подачу азота до абсолютного минимума, мы можем провести диффузию так, что белый слой вообще не появится, как вы видите на картинке. Это недостижимо для старых методик проведения данной операции. Зачем это нужно? Представьте дорогой инструмент, на который позже будут наносить алмазноподобное PVD покрытие. Если под ним будет хрупкий белый слой, покрытие моментально отлетит. А на чистую диффузионную зону плазмы покрытие ложится просто намертво. А что же такое эта диффузионная зона? Диффузионная зона – это мощный фундамент. Она уходит вглубь на десятые доли миллиметра. Азот здесь образует твердый раствор и сверхтвердые включения с лигирующими элементами – хромом, молибденом, ванадием. Чем больше этих элементов в вашей стали, тем выше будет твердость. Иногда достигается 1200 по Виккерсону. При этом твердость плавно, без опасных скачков, спадает к сердцевине, что полностью исключает отслоение нашей брони. Но у диффузионной зоны есть еще один невидимый секрет. Внедряя в решетку азот, безжалостно распирает ее. Возникают так называемые остаточные сжатия. Звучит, наверное, как проблема. Но на деле это наше главное спасение. Когда деталь при работе изгибается под колоссальными нагрузками, эти напряжения работают как сжатая пружина, компенсируя внешние разрушительные удары. В результате предел усталостной прочности валов и шестерен
обработанных таким способом, возрастает многократно. Потрясающе, не так ли? А теперь давайте честно сравним плазму с дедовскими методами обработки. Возьмем жидкостное азотирование в соляных ваннах. Детали макают в расплавленные цианаты при 570 градусов. Да, это довольно быстро, но это чудовищно токсично, экологически грязно, требует сложной утилизации смертельных отходов и долгой промывки деталей от застывшей соли. Особенно в слепых отверстиях. И мы не имеем никакого контроля над структурой такого слоя. Передовые заводы уже повсеместно запрещают этот метод. А что насчет классики газового азотирования в атмосфере аммиака? Газовый метод тоже стремительно уходит в прошлое. Он занимает в печи до 100 часов кряду. При этом аммиак дает неконтролируемый, излишне толстый и пористый белый слой, о котором мы с вами говорили, который часто приходится сошлифовывать или снимать каким-то другим способом механической обработки. А шлифовка твердого слоя – это потеря времени, денег и инструмента. Кроме того, из-за длительного агрессивного нагрева деталь может иметь поводки, которые чаще всего недопустимы, а порой могут вообще безвозвратно испортить деталь. И тут на сцену на нашу выходит ионная плазма с ее ледяной снайперской точностью. Ионно-плазменное азотирование позволяет обрабатывать уже готовые финишные детали благодаря низким температурам, иногда это до 350 градусов, и короткому времени выдержки. Геометрия и шероховатость дорогостоящей детали остаются практически неизменными. Никакой финишной шлифовки после печи уже не потребуется. Деталь извлекается из вакуумной камеры, остывает и сразу идет на сборочный конвейер. Это колоссальная экономия для современного производства. И это еще далеко не все. Есть и другие возможности. Что если нам нужно упрочнить не всю деталь целиком, а только ее часть? При традиционном азотировании для защиты резьбы или шлицев деталь покрывает гальванической медью или замазывает специальными пастами. Это грязно, долго и, ну что говорить, стоит денег. В плазме все работает изящнее. Достаточно надеть на резьбу обычный металлический колпачок или шайбу, и плазма уже как электрический разряд, она просто не сможет проникнуть в зазор, который меньше миллиметра. Ионы азота физически не достигнут закрытого участка резьбы. Гениально и просто. Но как насчет глобальной экологии, о которой мы с вами постоянно говорим? Ионно-плазменное азотирование – это абсолютно чистый зеленый процесс. Мы используем только азот и водород, газы, из которых состоит наша с вами атмосфера и вода. Никаких токсичных выбросов, никаких ядовитых солей, никакого едкого запаха аммиака в цеху. Работать за пультом плазменной установки можно буквально в белом халате. Но, коллеги, я был бы нечестным перед вами, если бы сказал, что традиционное плазменное азотирование идеально. У него есть свои темные стороны. Готовы узнать о них? Тогда оставайтесь, мы рассмотрим их прямо сейчас. Ну и, конечно, по традиции, как в любой обработке, есть определенные проблемы. Первая такая проблема – это краевой эффект. На острых углах и тонких резьбах детали электрическое поле сильно концентрируется. Ионов туда летит в разы больше, и они бомбардируют кромку с удвоенной силой. Угол перегревается, белый слой там становится толстенным и невероятно хрупким. При реальной эксплуатации такой перекаленный угол просто скалывается. Приходится конструктору, инженеру-конструктору в чертежах закладывать радиусы, скругления и так далее. Но это не единственная ловушка, которую готовит нам электрическое поле в вакууме. Если в детали есть узкое глухое отверстие, внутри него заряженные частицы начинают безумно отскакивать от стенки к стенке, многократно разгоняясь. Возникает так называемый эффект полого катода. Плотность тока в отверстие возрастает лавинообразно. Это приводит к очень большому локальному перегреву, даже плавлению краев и полной порче дорогой детали. Казалось бы, наличие отверстий – это окончательный приговор для плазмы, так? Но добавьте к этому еще одну, самую непредсказуемую и взрывоопасную проблему. При малейшем загрязнении в камере мирный тлеющий разряд может сорваться в электрическую дугу. Это настоящая микромолния,
бьющая прямо в вашу деталь с колоссальной энергией. Эта дуга оставляет на зеркально отполированной поверхности микрократер. Это уже неисправимый брак для прецизионной гидравлики или оптики. Десятилетиями инженеры всего мира боролись с этими тремя бедами – краями, отверстиями и дугами. И наконец они нашли просто блестящее решение, которое навсегда перевернуло индустрию термообработки. Первое спасительное решение – это импульсные генераторы. Вместо постоянного тока мы стали подавать напряжение такими крошечными маленькими импульсами в микросекунды. Плазма вспыхивает и гаснет тысячи раз в секунду. Коварная дуга просто физически не успевает сформироваться, а виртуозно регулируя ширину импульса, мы можем идеально контролировать температуру детали без изменения мощности. Но импульсы, увы, не решили проблему перегрева острых кромок. И тогда инженерные специалисты родили второе, поистине революционное решение. Это технология активного экрана, или так называемой катодной клетки. Логика проста. Если плазма на детали создает краевой эффект, давайте уберем плазму с детали. Ну логично. Деталь ставят внутрь цилиндрической металлической сетки, электрический минус подключают к сетке, а саму деталь надежно электрически изолируют. Плазма ярко горит только на сетке. Возникает резонансный вопрос. Как же деталь греется и насыщается азотом, если на ней нет самого разряда? А теперь внимательно следите за логикой процесса. Деталь внутри клетки находится под плавающим потенциалом. Она нагревается исключительно за счет чистого теплового излучения от раскаленной до красна сетки активного экрана. Температура получается абсолютно равномерной по всему объему сложной детали. Активные ионы и нейтральные атомы азота, сгенерированные на сетке, спокойно дрейфуют к детали, нежно обволакивая ее. Нет высокого напряжения на детали, нет концентрации поля на углах. Это дает совершенно потрясающий, беспрецедентный результат. Использование активного экрана полностью и навсегда исключает краевой эффект, или так называемый эффект полого катода. Теперь мы можем смело азотировать самые острые режущие кромки, медицинские иглы, сложнейшие матрицы, инструмент с микрорельефом и другое. Слой получается феноменально ровным, микрон в микрон. Более того, в одну садку можно ставить детали совершенно разных габаритов и геометрии. И все они прогреются и обработаются идеально. Но этой технологии оказался тоже один минус, совершенно неожиданный, но и приятный бонус. Догадываетесь какой? Это удивительный эффект осаждения. Тяжелые ионы газа выбивают атомы железа и легирующих элементов из самой раскаленной сетки. В вакууме они соединяются с активным азотом и мягко равномерно оседают на нашу деталь. Если сделать сетку, например, из нержавейки, мы можем осадить на детали из обычной дешевой стали тончайший защитный антикоррозионный слой. Представляете, насколько это круто? Плазменное азотирование превратилось в сверхточный инструмент созидания. Давайте же посмотрим, как он работает на реальных промышленных материалах. Начнем давайте с суровой классики. Конструкционные легированные стали, такие как, допустим, 40Х или знаменитая 42 хромолибден 4. Плазма обеспечивает им глубокий, мощный диффузионный слой до 0,6 мм. Это абсолютно идеальный выбор для тяжело нагруженных коленчатых валов и осей спецтехники. Правильно подобранная температура около 550 градусов сохраняет ударную вязкость сердцевины после закалки и отпуска. Ваша деталь получается поистине неубиваемой. Но что если деталь должна работать в раскаленном, жарком литейном цеху? Для этого существуют штамповые стали для горячей работы, например, H13 или наша 4H5 MFS. Матрицы для экструзии алюминия испытывают колоссальные термоудары и жесточайший размыв жидким металлом. Плазменное азотирование здесь в прямом смысле спасает жизнь дорогостоящего инструмента. Тонкий управляемый белый слой предотвращает налипание алюминия на матрицу,
а мощная диффузионная зона сдерживает развитие термических трещин. Ресурс таких форм увеличивается в 2, а то и в 3 раза. А как насчет экстремально холодной, агрессивной резки? Быстрорежущие стали, фрезы, сверла, протяжки. Традиционно они очень твердые, но невероятно хрупкие. Жидкостное азотирование делает их кромки ломкими. Но в плазме мы можем провести деликатную обработку при 480 градусах, и мы при этом создадим тончайший сверхпрочный слой без пористости, который втрое повысит стойкость режущего инструмента, а именно ее кромки, к износу и не снизит ее ударную вязкость. Однако самым крепким орешком для технологов всего мира долгое время оставалась нержавеющая сталь. В чем заключается парадокс? Нержавеющая сталь не ржавеет из-за хрома, который образует на поверхности защитную оксидную пленку. Если мы начнем азотировать ее при стандартных тех же 500 градусах, активный азот жадно свяжет весь свободный хром и в нитриды хрома. Да, мы получим фантастически твердую, но сталь мгновенно начнет ржаветь. Мы потеряли главное, ради чего покупали этот материал. Инженеры-материаловеды бились над этим противоречием долгие годы, и изящный выход был наконец-то найден. Спасение – низкотемпературная плазма, ниже 450 градусов. При таком мягком нагреве азот успевает протиснуться в решетку, а у атомов хрома банально не хватает тепловой энергии, чтобы образовать нитриды. Возникает уникальный пересыщенный твердый раствор, так называемая S-фаза. Твердость поверхности возрастает до космических 1200 по Виккерсону, а коррозионная стойкость не только не падает, но часто даже увеличивается. Это высший пилотаж термообработки. Но возникает еще один вопрос. А можно ли успешно азотировать, к примеру, такой капризный материал, как титан? Ну, конечно же, можно. Титан потрясающе легкий и прочный, но его поверхность склонна к жестким задирам и катастрофическому износу при малейшем сухом трении. Ионная плазма блестяще решает эту проблему. Она формирует на поверхности титана тончайший слой нитрида титана, благородного золотистого цвета, и глубокую прочную зону диффузии. Это открыло титану прямую дорогу в высоко нагруженные узлы авиации и в медицинские импланты суставов, где критически важна идеальная биосовместимость и при этом нулевой износ. Теперь посмотрим на порошковую металлургию. Спекать детали – это дешево, но они получаются пористыми, как губка. Если их газово азотировать, газ проникает глубоко в поры и делает деталь хрупкой прямо насквозь. В плазме же тяжелые ионы сразу агрессивно бомбардируют поверхность, мгновенно закрывая поры плотным слоем соединений. В таком случае азот не идет глубоко внутрь. Порошковые шестерни получают стальную корку, сохраняя пластичную сердцевину. Именно поэтому современная автомобильная промышленность просто обожает плазму. Мировой автопром отвечает полной взаимностью. Особенно сейчас, в наступившую эру электромобилей, роторы их моторов крутятся свыше 15 тысяч оборотов в минуту. Нагрузки на редукторы просто колоссальные, а требования к тишине в салоне беспрецедентные. Старое газовое азотирование искажает геометрию зуба, и шестерня начинает подвывать. Ионно-плазменное азотирование идеально сохраняет финальную шлифовку зуба и дает нужную прочность для передачи огромных крутящих моментов. И это только одна из передовых отраслей. В небесах требования к надежности тоже стремятся к абсолютности и не терпят никаких компромиссов. Стойки, шасси, компоненты, закрылков, валы, турбинов – все это подвергается циклическим нагрузкам, коррозии, а также износу. Жесткая международная сертификация регламентирует применение плазмы, потому что только она гарантирует полное отсутствие хрупких микрослоев там, где малейшая трещина неминуемо приведет к катастрофе. Сегодня плазма активно заменяет токсичное хромирование в гидравлике самолетов, а это происходит в то время глубоко под землей. Тяжелое машиностроение и нефтегазовый сектор – это царство агрессивных сред.
Сероводород, песок и чудовищное давление в скважинах, огромные роторы буровых насосов, клапаны и массивная запорная арматура. Для них сегодня строят исполинские шахтные печи ионного азотирования, высотой порой даже в несколько этажей. Плазма защищает эти критические узлы от абразивного износа, надежнее любого другого существующего метода термообработки, увеличивая межремонтный интервал таких деталей в разы. И все эти технические чудеса приводят нас к главному вопросу любого бизнеса. Сколько же все это стоит? Сама установка ионоплазменного азотирования ожидаемо дороже старой газовой печи. Но операционные расходы в плазме смехотворно малы. Рабочего газа расходуется в десятки раз меньше. Энергии тратится меньше из-за сверхбыстрого цикла. Мы полностью исключаем дорогую финальную шлифовку и грязные операции маскировки. А срок службы вашей оснастки взлетает на 300-500%. Возврат инвестиций происходит стремительно, это чистая математика. Не верите? Можете посчитать сами. Плазма — это невероятно выгодно. И что же ждет эту технологию в ближайшем обозримом будущем? Будущее инженерии поверхности уже наступило. Современные установки интегрируют нейросети для анализа спектра плазмы в реальном времени, корректируя химию процесса за миллисекунды. Ионно-плазменное азотирование стало надежным фундаментом в индустрии 4.0. Овладев этой потрясающей технологией, мы не просто упрочняем стали. Мы с вами расширяем границы инженерной мысли, создавая машины, способные бросить вызов любым стихиям. А у меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, я их все читаю. Всем добра. Пока-пока.